Приветствую, уважаемые зрители, с вами Джокер. Вы на канале Анскиллер, игра у нас Zens. Ребят, сегодня для вас я проторчал весь день в этих огурцах, так сказать. Думал, что меня будут бить прям, по-черному. Хотел вам показать, что такое носители вообще. Что есть, с чем их жевать, так сказать, и вообще, стоит ли вам их качать. Прежде чем, друзья, начать, не забывайте подписаться на мой канал, обязательно делитесь моими роликами. И также, ребят, ставьте лайки, комментарии, вообще все, что связано с этим, вы сами знаете. Очень помогает развитию моего канала. Итак, друзья, я уже давно говорил, что играя на носителях, все делаю для этого. И в основном, война идет против лучников. Пехотников очень мало, в основном деремся с лучниками. Сегодня за весь день я просидел здесь в катапультах. Меня били, но не часто, но в принципе били. Вот такие вот, ребят, здесь были дела у нас. В атаке я, ребят... Так, это у меня защитные отчеты. То также меня носителями били Т9. Я, ребят, защищаюсь вот такими вот моментами. У меня имеется 8-й Скорпион. В защите я использую гигантский зубчатый муравей. Это, ребят, не прям самый крутой вариант. Это просто вариант, который использую я. Почему он в первой линии? Потому что он, во-первых, толстый. У него последний навык, ребят, очень крутой. Он, если кританет, то там, так сказать, штаны отвалятся. Вот. Второй ряд у меня пуля. По дальности она подходит более-менее нормально. Также имеет защиту. 7-й навык. И неплохо она отрабатывает. И последний муравей, вот этот у меня армейский. Он, ребят, навыки у него 5-й дает снижение урона навыков соперника, и также все остальные навыки тут именно на муравьев-носителей дают нам атаку, защиту и всеобщую атаку всему нашему легиону. Вот такой вот отчетик. По процентам мы тут практически равны, но я его выиграл, потому что так получилось, друзья. Вот еще у него одна атака тут же в меня залетела. Видите, он пытался мой поход размягчить и убить. Снова, но у него 6-е дикое. Снова здесь все пошло в мою пользу. Дальше еще одна атака. Здесь уже кто атакует, друзья? Тут снова у нас носители, но уже другой персонаж. У меня, видите, все тот же легион стоит. И армии все меньше. Здесь уже 7-е дикое было. Атаковали меня, сами видите, чем. Тоже муравьи фуловые, но за счет дикого я вывожу. Ну и спецы у меня оборонительные, они побольше буста дают. Так, дальше, ребят, было поражение. Здесь у меня ударил лучник. Ну, там у меня уже, видите, осталось, что попало, в принципе, армии-то даже, 200 тысяч всего лишь. Пробил он меня. Ну, здесь у него дикая, ребят, уже имеется 9-й уровень. Вот, и спецы, естественно, посерьезнее. Так, 9-я. Спецы посерьезнее, донатные. Но, друзья, если бы у меня был 9-й Скорпион, я бы вывез его 100% в одну калитку. Так что, и тем более у меня поход не полный, так что, друзья, это не значит, что я как бы проиграл. Носители очень хорошо держат удар, вообще просто идеально. И атакуют они также прекрасно. Дальше я пошел на них уже, точнее, снова сел в оборону. Это уже другие товарищи. Тут уже Т8, их вообще не чувствую, они вообще ничего сделать не могут. Легко умирают, легко дают мне очки, ребят. Дальше еще один удар от него же. Снова он нифига не убил. На что он надеялся, я не знаю. Наверное, с первого раза не понял, да? Снова легко его удержал. Но постепенно мой поход, так сказать, размягчился. Потом еще на меня накинулись. И видите, да, здесь уже побольше срезали с меня. Тут носители были 8-е. Каким-то непонятным. Почему-то у него муравьи так поставлены очень странно, да? Навык, видите, тут вообще 0 убило, здесь 1. А мои неплохо так отрабатывают. Армейский красава работает. И вот то, что я говорил, что муравей гигантский зубчатый, он прям очень сильно давит, ребят, за счет последнего навыка. Если он срабатывает, то это все просто там, все атаку вам испортит. Дальше. Снова тут товарищ наш на 9-х носителях. Но он снова у меня втыкается, хотя мы примерно равны. Но у меня муравьи лучше, так сказать, скомплектованы. Так, идем дальше. Снова он. Так, здесь у нас кто такой? 9-я дикая, лучник, на 8-х, поэтому тоже развалился. Так.
И неправильный поход, тут муравей неправильно. 9 у него скалопендра, или как ее там называется. Короче, фиол. Так, снова этот товарищ. Тут уже я начал штурмовать. В атаке, ребят, я использую также носителей. И давлю я за счет... Первый ряд у меня идет армейский, второй ряд скакун, третий ряд вот этот вот, золотокольцы. Ребят, это тоже не идеально, конечно, есть на них покруче муравьи там, всякие на носителях. У меня просто их нету. В будущем как появится, ребят, вообще будем тестировать, буду показывать вам именно на боях. И сами будете уже для себя выводы делать. Так, идем дальше. Тут еще одно вторжение, там несколько человек было на грядке. Снова в меня этот на носителях въезжает Т9. Снова без вообще, просто даже не чувствую его, друзья. Очень легко. Еще один, кто такой? На Т8 луках залетает в меня. 9 дикая. Снова непонятно, почему так муравьи стоят. Последний муравей, конечно, крутой, но его он также не спасает. Вот. И навыки мало срабатывают. Это все, ребят, делает мой армейский муравей. У него 5-й навык, я вам после этого покажу, что он дает. Так. Дальше у меня еще одна атака. Здесь снова я сел в оборону, начал их держать. Еще этого убил опять. Тут какую-то мелочь. Так, это жила у нас. Не жила, а сбор. Пехота вообще ничего, ребят, не может сделать носителем. Просто вообще бесполезный вид войск. А, у него тут баланс. Но тоже это бесполезно. Носителей надо выбивать носителями. Ну или прокачанными жестко луками. А так он вообще держит очень хорошо все и вся. Вот как-то так. И пока что, друзья, у меня только 8-е дикая. Скоро будет 9-е. И, конечно же, на мне пост, самый плохой, который есть, он мне дает минус 8% атаки и защиты. Это, конечно, тоже влияет на меня. Король, что бы там про меня не говорили, что бы они там не говорили, но я всегда воюю, всегда постоянно. Один, не один, с командой, мне все равно, как бы я всегда гну свою линию и сражаюсь со всеми. А где они, не знаю, не вижу их. Но потом они скажут, что Джокер опять там типа халтурил, хотя я весь день просидел в этих огурцах. Ну, это было, конечно, не просто так. Хотел я вам показать силу носителей вообще, чтобы вы, ребят, поняли окончательно, на чем вам стоит играть. Итак, а теперь еще немножко времени вашего потрачу, ребят, пару минуток на обзор моих муравьев, которыми я атакую. Самая моя сила, ребят, это армейский хлопчатый муравей. Егошние фишки это, ну, первый навык тут. Шанс срабатывания не очень, конечно, высокий, но он, в принципе, неплохой. Как бы читать нет смысла, тут и так вы сами все видите и сами все знаете. А вот этот скилл устрашения очень хорошо нам помогает. Что он делает? Урон от боевых навыков двух случайных вражеских очередей минус 35%. Короче, два каких-то спецмуравья ударят на 35% слабее вас. Поэтому всякие там лучники с топовыми муравьями тоже могут, так сказать, здесь отлететь. Очень хорошо себя показывает. Ну и фишка егошня, конечно, это повышенная атака 35, защита повышена и общая атака 35 тоже прекрасно. И штурм. Дальность 3, поэтому я использую в первых рядах. И здесь подготовка, все дела тут. Тоже хороший урон. Это на атаку. Ну и на защите тоже у меня используется. Дальше универсальный муравей, который я использую постоянно везде. Наступление это Джек, вторая линия. Вы все навыки, вы не знаете, не буду повторяться. И золотокольцы. Тоже он используется у меня в третьей линии. На арене не использую, а вот во всяких атаках на огурцы, на муравейники я использую их. Вот. В обороне, друзья, я использую первый ряд. Это гигантский изогнутый муравей. Егошняя фишка это последний навык. Очень он крутой, шанс срабатывания 20, но нанесет урона он очень много. 394% это прям вообще топчик. Поэтому если он уж укусит, то укусит знатно. Вот. Плюс также дает здоровье легиону. В обороне мои муравьи становятся очень толстые. И в принципе тут у нас тоже шанс высокий. Точнее шанс низкий как раз таки, но наносит он очень много урона. 390%, друзья, это дорого стоит. Так, и этот навык у нас также, ну, он тут такой, шанс повыше 40, но наносит мало он процентов. Еще и уменьшает урон врага на 1 раунд, тоже, в принципе, не слабо. Вот, и, конечно же, это у нас во второй линии используется свирепый муравей пуля.
универсальный, дальнобойный. Вот. Шансы срабатывания хорошие у него имеются. 50%. Ну и навыки такие. Ну тут 30, но все равно помогает. Здесь, конечно, если было бы здоровье, а не защита, было бы еще лучше, я думаю, для носителей тем более. Вот как-то так, друзья. Дальше, надеюсь, вылетит мне вот этот товарищ, тогда вообще заживем. Еще мне одного бы выдернуть, дубля на бурчеле, и тогда вообще будет все шикарно. В принципе, все, друзья. Пишите комментарии, что вы думаете по носителям. Я считаю, что это сила реально в игре, одна из самых сильных ветвей развития. Никакой лучник вас не остановит, если вот будете вы равный лучник против носителя, вы выиграете в любом случае. Пехота, тем более, друзья. Тем более их апнули после последних обнов, и они стали еще лучше, друзья. У них заложено по игре меньше атака, но они сами по себе муравьи толще, здоровее, а лучники, они слабые, хилые, у них здоровья мало, поэтому равный лучник на равного носителя просто в пух и прах его разорвет, где бы это ни было. Точка сбора, как его, гарнизон или же там муравейник. И тем более, ребят, у носителей есть плюс, это их скорость атаки, грузоподъемность, ну и, естественно, толстота их здоровья бронебойная. Вот как-то так, на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь вашим мнением. Всем пока, ну и деритесь на своих серверах, гните свою линию дальше, продолжайте, никого не слушайте. Все, всем пока.